Как бы ни было забавно, плавание занимает вроде бы самую маленькую часть от дистанции по триатлону, но времени требует на, скажем так, усвоение, на то, чтобы им заниматься больше всего, потому что в бассейн нужно ехать, на технику нужно работать, нужно уделять внимание. Так было и у меня. Начал плавать я где-то года 3 назад, это было, я думаю, 21-й, да. До этого я вообще плавать не умел, в возрасте 13 лет меня вытащили из воды, почти утонул, скажем так. Мне было технически тяжело проплыть там 10 метров. Я боялся заходить на глубину, но при этом всем мечта в виде триатлона меня настигла, и я пошел, взял несколько занятий индивидуальных у тренера. Лера, привет. Она научила меня буквально за занятий 3-4 каким-то основам, и я начал кролем плавать сам иногда периодически, пока не пошел в клуб по триатлону и к тренеру по триатлону. Хотя там я совершил, тоже небольшую ошибку, скажем так, в том плане, что я не пошел к тренеру по плаванию отдельно, потому что нужно было с упреждением закладывать, что инвестиция в плавание требует больше всего времени, но интереснее-то бегать и на велике кататься. Поэтому тренер у нас был только по велосипеду и бегу. В основном по плаванию мы пытались найти тренеров сами. Я походил от разных тренеров к разным другим тренерам и занимался много у кого. У нас в группе была девушка, которая тренировала нас, Кира. Тоже какие-то попытки. В общем, где-то по чуть-чуть, пока я не пришел в целом-то пока я не приехал в Черногорию, не пошел индивидуально позаниматься несколько месяцев к Юлии Йоффе. Я с ней познакомился в Будве. Она уже мне какую-то технику такую плюс-минус, мне кажется, выставила. Дала вообще почувствовать, что такое длинный грибок, правильный грибок, да. И я в целом-то на тот момент я плавал, первый триатлон я сплавал. Прикреплю скриншот. Что-то там по 3 минуты где-то, да. 2,50, наверное, за 100 метров, что-нибудь такое. Потом уже я снял где-то по 2,15, 2,20 я уже плыл после Юли. Ну и потом, когда я пришел к Саше заниматься, к тренеру по триатлону уже, который уже непосредственно на плавании профилируется, у него уже я начал плыть чуть-чуть быстрее, где-то 2,10, 2,05, что-то такое вот на 100 метров. Ну это все дистанция, там Олимпийка, половинка. Вот. Скриншоты результатов прикреплю. Он писал мне занятия, задания. Я плавал то 2, то 3 раза в неделю. В целом этого маловато. Прогресс по вело и бегу был вообще замечательный. Вот за последний год, наверное, я спрогрессировал очень хорошо. То есть, если у меня бег был там по 4,4,15 хороший, для меня был крутой. Сейчас я уже по 3,40 в целом полумарафон. Ну вот 3,35 темп средний на полумарафоне был у меня. Марафон я пробежал осенью. То есть функция сердца, как бы она прокачана. Но была какая-то загвоздка именно в упражнениях по плаванию, потому что почему-то прогресса не было. Хотя он должен быть у новичков, он должен быть довольно стремительный, скажем так. Ну, при определенных данных. Плавал я так плавал, снимал видео на YouTube. И потом мне написал Александр Варюхин. Говорит, привет, смотрел видео по дуатлону. Кстати, посмотрите выпуск, очень крутой, где я занял первое место. Говорит, а что, говорит, плаваешь плохо, а что плохо плаваешь? Я говорю, ну вот как-то не складывается. Он говорит, давай, ты про это сюжет снимешь, а я научу тебя плавать. Звучит здорово, сделка звучит очень круто. Вот почему надо вести соцсети, YouTube, это вообще много преимуществ от этого, кроме осознанности. И я согласился, относился очень скептически, но это решение было очень крутым. Спасибо моему тренеру Саше Григорьеву за то, что в целом не ревнивый и говорит, конечно, попробуем новое, давай, вообще не вопрос. То есть по триатлону я стал с Сашей Григорьевым, а чисто по плаванию Саша Варюхина начал писать мне планы, постоянно контактировать. В чем, что произошло, самое главное, другое, да, отрезки стали другие, тренировки стали менее сложные. То есть не в обиду Саше Григорьеву, для меня были слишком сложные тренировки, которые он писал. То есть я не выдерживал правильную интенсивность, я не выдерживал правильный пульс, в правильных зонах не работал. То есть для меня это было сложно, там структура просто бешеная в тренировке.
И это было для меня сложно просто, я поэтому не мог. Может быть, я просто не был сконцентрирован так на плавании, и подошел момент. Видите, прошлый год весь я посвятил, наверное, бегу и велосипеду, ну в чем и спрогрессировал, да, где фокус, там результат. И тут вот решил спохватиться, и я зафиксировал в себе мысль, что хочу плыть минут 45 и быстрее. И вот возможность пришла. Я точно знаю, что можно и по минут 30 плыть, просто нужно на это больше времени потратить и разобраться. И самое интересное, что просто от корректного выполнения плана, интервалов, результаты будут расти, несмотря на кривую технику. То есть много кто плывет по минуту 40 очень криво. Это нормально абсолютно. А вот уже минут 30, минут 20 там уже сложнее. Но мне кажется, даже и там есть куда расти всем. Так вот, конечно, тут вовлечение другое. То есть у Саши Варюхина мы списываемся каждый день. Я ему отправляю видео через день, чуть ли не каждый день, каждую тренировку, да. Отписываюсь по тренировке, скидываю отчет о тренировке. Он внимательно смотрит. Говорит, почему отдыхал много. Вот, очень много деталей. И такая поддержка, конечно, она того стоит, безусловно. То есть уже есть мысли, что строить все тренировки вокруг плавания, если хочется прокачать плавание, а не наоборот, потому что меня начало конкретно прибивать. То есть после качественной тренировки по плаванию на следующий день уже тренироваться тяжелее по велосипеду и бегу. Ну и главное, мы сейчас проведем контрольный старт 19 мая Ocean Lava и посмотрим, что будем делать дальше. Потому что это такой срез на протяжении месяца, какие результаты дал мне новый тренер. По-моему, интересное реалити-шоу. Была идея вообще сделать типа серию выпусков, типа путь к минуте 30, да, по плаванию от любителя. Ну не знаю, надо или нет, напишите коммент. Пока ощущение острое, я выхожу из бассейна. Вот такой у нас черный ход. Плавал сегодня впервые в бассейне в гидрике. Ощущения, конечно, прикольные очень. Необычные. Немножко жарковато, но в целом нормально. Как сказал тренер Саша, что при отталкивании от бортика вода сменяется в гидрике. Короче, через рукава и шею затекает, теплая вытекает, и ты охлаждаешься таким образом. В целом, мне кажется, в бассейне где-то 20, ну может 20, 22, 23, где-то так градусов, наверное, что-то 22. И, ну, было довольно тепло. Сегодня было задание. Техническую часть описывать не буду. Часть темповая была 4 по 350 метров в темпе. Было задание минута 50, минута 55, 2:00 примерно, да. Отдых 25-30 секунд. Но у меня получилось по минут 45, минут 47. Средний пульс там 150 где-то. Ну, в целом это трэш-шоу, но я опять немножко не по заданию. Довольно тяжело мне регулировать скорость, чувствовать. Я только когда проплываю 35 метров, в конце могу увидеть свой пульс и темп средний. И только после этого понять, быстро я плыву или нет, и на следующем править. Соответственно, я проплываю первый, понимаю слишком быстро. Проплываю второй, опять слишком быстро. И только когда уже заканчивается задание, я могу что-то скорректировать. Ну, короче, не хватает. Возможно, это решило бы проблему очки форм, да, которые форм Googles или как-то head холограмм они называются еще, которые прям в глазу показывают темп твой. Ну там такая голограмма и показывают очки такие сразу. Темп. Полезная штука в плане вот если проблема с ощущением есть. Мало того, профессиональные пловцы мне рассказали, что они прям чувствуют пульс свой. То есть они могут проплыть на любом пульсе отрезок, на котором им дадут задание, и все. То есть они это чувствуют уже на уровне ощущений. И это очень круто. А у тех, кто, вот как я, занимается всего лишь 3 года, научился плавать с нуля совершенного, когда мне в 13 лет я чуть не утонул, меня вытащили. Плавать вообще не умел, потом на глубину боялся заходить, вплоть там, до 25, 6, 7 лет. И это, конечно, совсем другое. Ну, просто нет ощущения воды. Бегать, вот ощущение есть. То есть по бегу я чувствую себя гораздо лучше. И по вело я могу чувствовать. Ну, по вело тоже тяжело еще, пока учусь. Хоть и там проще технически, просто крутишь. Но тоже чувствовать пульс и ваты, которые ты давишь, можешь, не можешь. Чувствовать от этого закисления очень важно. Но у меня пока с этим ощущением бег я ощущаю, а остальное что-то довольно туго и слабо. Условия, конечно, в Черногории шикарные. То есть, что-то жаловаться. Плаваешь в бассейне, как бы, если ты в триатлон-клубе Герцхнове,
за 50 евро в год ты получаешь преференцию посещать бассейн в определенные часы. Но это вообще очень доступно, я считаю. Ну и так-то в целом тоже там 3-4 евро посещения тоже доступно. В целом реально, но это стало не так давно. Вот. Поэтому, что я могу сказать, вообще было не так. Что было не так с прошлым тренером, ну как бы он и остался у меня по триатлону, да, Саша, что было не так в том подходе. Ни в коем случае не в его камень огород, да. Я сам недостаточно погружался и выполнял задания выполнял задания неправильно. То есть определенно косяк мой в том, что я задания делал неправильно. При этом всем важно отметить, что задания были довольно высокой сложности для меня. То есть для того, кто плавает слабо... Ой, какое собачка злое. Злая собачка. Для тех, кто плавает очень слабо, не умеет чувствовать свой темп, не умеет плыть на определенном пульсе, я просто, на низком пульсе все тренировки выполнял, все отрезки. А там просто одна тренировка, там отрезков просто 3 по 200, 5 по 150, 2 по 50, 3 по 25. Ну, довольно сложное задание, и я тоже обратную связь, наверное, необходимую не давал. И не чувствовал тот темп. Получается, там у меня было темпа какой-то, да, там улучшение от 1 к 5 отрезку, а я к 5 только плыву на соревновательном темпе, да, хотя должно быть немножко не так. То есть на максимум вообще мало плавал. Ну, вот акцент-то слабый, и эта структура была сложновата довольно-таки. С новым же тренером, понятно, мой фокус внимания и отношения совершенно изменился с тренером новым. Ну и, конечно, погружение, если тренер отдельный тренер по какому-то виду, это, всегда лучше в каком-то смысле. Мой вывод такой. Почему? Потому что больше фокуса внимания туда. То есть нет распыления. Определенно по триатлону есть распыление, но по триатлону есть же и плюсы опять, да, что он умеет ставить задание в стык, например, до этого у тебя были там бег какой-то сложный был, на следующий день плавание МПК ставить, нереально, да, отрезки какие-то. Очень тяжело. Организму и очень рисково. Поэтому это важно, конечно. Наверное, это уже, 3-4 плавание, действительно. И что хочу сказать, что в этом году я начал сильно раньше, потому что в прошлом году это было так. Подготовка к открытому плаванию, старту была такая себе. Несмотря на то, что я тоже стартовал половинку, открытая вода, как-то заранее к ней не подготовился. Не готовился заранее, но это, видимо, такой темп должен был быть. То есть другого темпа, видимо, не могло быть, потому что, видимо, просто есть какой-то уровень, скажем так, уровень твоей адаптации и уровень того плана, на какую подготовку ты готов жертвовать, да, то есть я на тот момент был готов только на определенную, то есть на, скажем так, 1-2 раза открытой воды перед этим и непосредственно сам старт, хоть я до этого в открытой воде плавал. Я даже тогда косяк допустил на No Limits, что вообще перед стартом даже не плавал, и у меня потом гипотермия у меня была, то есть, охлаждение сильное. И это был прям вообще косяк сильный очень. Поэтому в этом году таких ошибок не совершаем мы. Готовимся заранее, что и по бегу, и по велосипеду я больше времени проинвестировал, но плавание будет, конечно, сложновато, спохватился, но тем не менее сейчас будем готовиться. Еще подготовка заключается в том, чтобы адаптироваться, максимально привыкнуть к гидрокостюму. Но еще, конечно, Саша, у него подход другой. У моего тренера, до этого, как я рассказывал, по тренировкам, да, это отдельное все. Там по обратной связи, по увлеченности. Саша очень много заставляет плавать в гидрокостюме, даже в бассейне. И это действительно интересно. Почему? Потому что не очень это очевидно. Я не помню, чтобы какой-то тренер заставлял в бассейне меня плавать, хотя у меня было 4-5 тренеров в плавании, чтобы он в бассейне заставлял в гидрике плавать. И он сразу дал обратную связь, какой гидрик нужно, да, сразу посоветовал, он стоял на гидрике из коротких рукавов, который, я надеюсь, к старту придет. То есть это все важные такие нюансы, которые в конечном итоге влияют на результат. Я уже почувствовал, поплавал вот в гидрике вчера, в пятницу, да, в бассейне, и прям другое ощущение воды, конечно, и упражнения некоторые в гидрике я плавал, и, конечно, это совсем разное, то есть это прикольно. Несмотря на то, что я начал плавать в море довольно рано, вода еще была что-то 16-17 градусов, то есть это, конечно, мне даст какое-то преимущество. Я так не пострадаю, как в прошлый раз. Я буду, как ни крути, готов. Конечно, не буду готов, наверное,
толкаться и бороться сильно там вокруг буев или при старте, но это уже, скажем так, потренировать еще сложнее. Поэтому однозначно хотя бы к открытой воде и плаванию в гидрике буду больше готов. Хотя бы даже адаптация есть определенная, то есть ты больше, ну то есть привыкший к гидрокостюму и его свойствам, ты, конечно, плывешь, ну, гораздо лучше. Ну, не то чтобы лучше, прям сильно ты от этого будешь сам плыть, но я уверен, что есть эффект такой, который ты просто понимаешь, как он работает, и привыкаешь больше. Мы же ко всему привыкаем, к велосипеду, ко всему, короче, к бегу в определенном темпе. Есть какая-то адаптация. Конечно, руки у тебя привыкнуть обязательно должны, потому что если ты до этого не поплавал в гидрокостюме, и потом 1-2 раза, и потом сразу бахнешь 1900 метров, конечно, у тебя руки отвалятся. И это потом повлияет негативно на старте на самом, я уверен. У меня тоже так было. Я тоже мало плавал в гидрике, поплавал всего лишь 1-2 раза, но 1-2 раза в темпе там медленно, спокойно, расслабленно, это не соревновательный темп, где ты будешь, короче, давить, да, посильнее. Это другое. Поэтому респект тренеру, что эту мысль во мне поселил, как бы. Просто я говорю, еще больше фокус и понимание тренера, к чему конкретно он атлета готовит, это, конечно, делает очень много. Я плаваю с буем. Можно и без, на самом деле. Просто так менее сыкотно. Что мы доплывем час спасем? Или что за него можно схватиться? Сегодня температура около 18 градусов, что не может не радовать. Это на пару градусов выше, чем обычно, поэтому должно быть получше. Так, все. Вот. Сегодня задание простое. 40 минут в открытой воде. Ну, посмотрим. Видите, волны. Короче, условия так себе стоят. Поэтому сегодня я легонько, сегодня тем более я бегал. После бега это отличное дело. Ну и плюс гидрик рвется у меня. Нужно поосторожнее, скоро должен приехать клей. Поэтому сейчас поплывем. Ой, неохота лезть, как обычно. Почему? Что-то обратно волны вообще доконали. Короче, конечно, сильно проще сейчас плавать, но все равно как бы присутствует все равно вот это вот не какая-то Скованность? Ну да, у всех, наверное, у кого там на открытой воде, ну вот это вот смотришь в бездну, да, ну, типа вот это вот непонимание какое-то, как это сказать, неуверенность какая-то, думаю, она у многих есть, кто к воде не так привык. Да, ну надо привыкать, видишь, надо плавать больше. Может быть, просто когда, допустим, с кем-то плывешь, вообще сильно, ну, ощущение совсем, ну, не знаю, может, у меня так ощущение, но одному, ну, довольно тяжело. Ну, вот отсюда, кстати, видно вот то место, до которого я ориентируюсь, когда плаваю. Вот так хрень, да? То есть меня на все протяжении пути видно было, вы видели меня, да? Да. Вот, хорошо.
Ну и буйки, видишь, я оплывал их тоже, как бы ориентировал, немножко тренировал. Но я не знаю, сейчас еще нырну, нет. О, медуза, офигеть. Где? Давай снимем сюда. Маленькая такая. Похоже на пакетик. Ага, похоже на пакетик. Выкинь пакетик это, потрогай пакетик. Она живая? Как живая, что мне? Помнишь? Ага, смотри, поплыла, бывает, да. Нифига, она фиолетовая, прикольно. Вообще красивая. Как, наверное, ядовито. Это вот все, видно, да? Прикольно, да? Прикольно. Ну, короче, Кажется, что не морской еж. плавать надо. Тяжеловато, конечно, но ничего, с каждым разом. Я, по крайней мере, делаю не через длительно, а через почаще. И как ни крути, вот я сейчас даже чувствую, баланс лучше ощущаешь. Ну, и, наверное, сегодня и хватит. Медуза, блин, все, я Смотри, медуза прикольная, фиолетовая. Короче, однозначно плавать нужно почаще. Побольше того, чем я проплыл сейчас, примерно 1000 метров. Проплыл, но хочу сказать, что скорость выше стала. Ну, то есть, прям заметно. За счет чего? Интересно, вот за счет чего, да? Наверное, ну, конечно, заслуга тренера, спасибо, Саш. Обращайтесь к нему, ссылки я прикреплю все. Факт точно в том, что адаптация, вот как вело и в беге, мы бегаем на определенном темпе, чтобы адаптировать тело к такой нагрузке, да, и чтобы потом, как бы, все, что ниже, все, что сложнее, было так, как будто это халява. Ну, короче, понятная идея, да? Если в беге и велосипеде для меня это был понятен этот подход и реализация его, ну, бежать гораздо легче, потому что я, наверное, значительную часть жизни провел в вертикальном состоянии, да. В воде я гораздо меньше времени провел. Соответственно, мне нужно больше времени уделить и внимания, и фокуса для того, чтобы воспроизвести вот этот вот, ну, то есть понять, на какой интенсивности как плыть, да, чувствовать эту интенсивность, потому что я, например, не очень ощущаю. Сейчас я плыл, кстати говоря, очень легко прям, но при этом темп показало вот 2 минутки. Для меня это хорошо, потому что обычный темп средний показывает что-то типа там 2.10, 2.15, 2.20, то есть обычно я плавал гонки с таким темпом, это все показываю вам, да. И важный момент, что я сейчас стал плыть лучше за счет того, что мы плавали там отрезки специальные, да, которые там темповые там или ускорения. И я тренер сфокусировал мое внимание, и я сфокусировал свое внимание на том, чтобы сделать их максимально правильно, по заданию. Не так, как раньше. Раньше, потому что делал не по заданию. Признаю, мой косяк. И, конечно, по технике огрехи какие-то. Я сейчас больше вытягиваюсь, да, грибок чуть правильнее, баланс лучше. Например, я поплавал в бассейне до этого, в гидрике. Я сейчас чувствую лучше, ну, то есть на поверхности воды себя. Я чувствую, где у меня ноги, где у меня тело, да. И вот это вот чувство воды нужно вот это вот расколоть, как бы почувствовать для себя, решить эту задачку, понять, что чем чаще ты плаваешь, тем лучше чувство воды. Но его нужно, конечно, как бы сформировать вообще изначально с помощью там техники, многих часов занятий, всего-всего. Вот как-то так. Доброе утро. На часах 6:29. Всегда это происходит. Поездка в бассейн. У меня примерно в это время выезжаю из дома. Конечно, бассейн. Ну и плавание этим и неудобно, что нужно куда-то ехать. Черт возьми. Ни бега, ни вело, нифига, да. Ну, велостанок вообще самый кайфовый. Прыгнул на него, да и все. А вот все остальное такое. Утром я последние несколько месяцев просыпаюсь, кормлю ребенка. Просыпаюсь в 5. В 5:03 у меня стоит сейчас будильник. Ложусь я в 9. Стараюсь ложиться в 9, но засыпаю что-то последние дни где-то минут только через 20. Хотя в целом, я думаю, наверное, минут 10-15 на засыпание у меня происходит. Но при условии, конечно, что все должны, никто не должен шуметь. Иногда бывает, жена выходит, баночки моет, но это такое. Я на время подготовки и на это время вообще, пока ребенок может ночью плакать,
Сплю в отдельной комнате. Но помогаю вот утром, да. Кормлю ребенка, уезжаю на тренировку, возвращаюсь, завтракаю и за работу. Потому что работаю я, как и все, как и большая часть любителей в IT. Ну, то есть я имею в виду на удаленке, да. То есть работа у меня есть. И это, конечно, не позволяет тренироваться так, как хотелось бы. То есть объективно, тем более с правильным выполнением плавательных тренировок, стресс вообще, конечно, совсем другой. И довольно он такой значимый получается. То есть не так легко с ним выживать. Не так легко его стыковать с другими тренировками. Не знаю, как-то до этого было легче, но учитывая, что я до этого тренировки неправильно выполнял, как бы это важная часть, очень важная часть. Даже вот через 2 недели старт, финальный срез, да, который я хочу провести с новым тренером, с новым подходом и посмотреть, за сколько проплыву. И сразу понятно, что нужно очень аккуратно, потому что я чувствую усталость, накопившуюся вот за последние 2 недели, когда делал тренировки. Как будто бы стресс стал немножко выше. То есть у меня хорошие, скажем так, тренировки начали прибивать по плаванию прям так значимо. Такие дела. По-моему, это ненормально. Поплавал в новом гидрике. Что могу сказать? В преддверии этого было обнаружено, как вы видели, что мой гидрик мне велик, хотя это было после ушивки. Компания Aqua Discovery, несмотря на то, что взяла все размеры мои, что при покупке, что при ушивке потом, не смогли они воспроизвести необходимые параметры гидрокостюма. И он мне просто велик. Он, видимо, и так L-ка мне большевато, вот M-ка мне сама то. Гидрокостюм всегда должен быть прям притык-притык, мне кажется. И сейчас вот я взял размер M-Tall, без рукавов. Спасибо, что посоветовал. Ну, как бы, Саша посоветовал, конечно, это Варюхин, но фокус на гидрике и то, что мы начали пробовать его, автоматически повлекло с собой понимание, что, да. Ну и сразу, почему бы не пробовать без рукавов. Ну и он посоветовал. И это дало свои плоды. Я вот сейчас успел ему прийти, к счастью. Заказывал на сайте Sports Direct или Wiggle. Это одно и то же на самом деле. И ощущения, конечно, крутые. Легкость в руках, никакого мошенничества. И держит он очень круто. У него есть вставки где-то по 5 миллиметров. У него неопрен на ногах гораздо толще, чем на моем 3-миллиметровом, где по всему телу в целом примерно 3 миллиметра. А тут местами толще, видно прям. Это круто. Ощущения совсем иные. Посмотрим, как будет сказываться на темпе, потому что сейчас уже все. Остается до старта 6 дней, и нет смысла пробовать там какие-то супер тренировки делать. Наверное, единственное, вокруг шеи он довольно плотно сидит, но это решается, думаю, вазелином. А так, будем смотреть, как он мне зайдет. Тоже маленькая такая покупной допинг, как и много в триатлоне, да, в сторону результата. Вот, это нормально в нашем спорте. Вот. Ну что, сегодня почти что контрольное плавание. Надел 3 сьют под низ. Даже дальше пульсовой. Вот так выглядит гидрик. Сегодня в бассейн не пришел, потому что дождик. Еще и дан. Страшно людям, страшно. Страшно.
Конечно, руки посвободнее в нем, однозначно. Толщина у гидрика лучше, чем у моего старого. Вот здесь, смотрите, не будет натирать. Старый вообще мне большой. Я на него вообще абсолютно неправильно как-то я его подобрал. Хотя, что, откуда мне знать, как правильно. Ну что, поплыли? Сделал 4 по 70 прогрессию. Чуть-чуть натираю шею вот здесь. Намазал вазелином еще. Такой у меня вазелин. Сейчас 4 по 70 было от 1 к 4. Первый там минуты 45-42. И вот последний минут 28. Темп на интервале. Частота пульса 140, да, то есть. Короче, просто гидрик лучше держит, и за счет этого получается быстрее пульс. Ну, конечно, техника еще, мне кажется, руки лучше работают за счет того, что не сковываются движения, и то, что там вода не хлюпает у меня. У меня просто я до этого плавал с утяжелением какого-то. Сейчас будет основная серия 7 на 140. Ну, почти что последний трешолд перед стартом. Посмотрим, сколько получится 7 по 140. При этом задача не усраться и не уработаться. Увидите сейчас, что я буду между интервалами как отдыхать. Там 25 строго полторнуть не получится. Все, отдохнул хорошенечко. 7 по 140. Трешолд. Погнали. Слишком быстро сделал. Минут 36. Блин, разбавить. Тренер ругаться будет. Ругаться будет? 25 секунд. Короче, я понял. Голова, лучше баланс головы за счет костюма тоже. Не только ноги и корпус. О, снова путь надо. Опять мимо. Слишком быстро, минут 37. Сука. Гребаный технический допинг. Прет от костюма и все. Ну пульс нормальный, 145. Это считай 23 где-то, да? Да, этого меньше. Что, таймер отдыха уже пыть надо, даем ее. 1.40. Пульс 145. Тренер еще написал: не при с первых интервалов. Минут 35, да, бля. Пульс 141. Минут 35. 145 пульс. Минут 35. Пульс 150. Ну, минут 40. Нормально. Все, уже подустал, видимо. Все, заминка и все. Ну что, сейчас попробуем гидрик быстро снять. Вот я такой из воды выбежал. Выбежал из воды. Да, понятно. Ага, все, понял. Я бегу. Похватываю вот это вот так вот. Все. Так бегу. Бегу, вот так вот снимаю. Снимаю. Сразу вот так вот. Сразу вот так вот. Вот так вот. У меня вазелина вымазана. Все. Все, готов. Фу, хорошая тренировка. Мы сейчас находимся на пляже в Плаве Горизонте. Еще здесь небольшой ремонт. Видите, песок насыпали, еще не расстелили. Но пляж идеальный для тех, кто такой же трусишка, как и я. Вот видите, вот дети там, вот он по пояс стоит. Вот, короче, где-то вот метров 30-50, небольшая глубина. Бери, плавай, не хочу. Отлично подойдет для тех, кто боится плавать. Ну а я сейчас расскажу вам, как прошел, собственно, мой водный этап. Как прошел плавательный этап в триатлоне Ocean Lava. И что было после плавания с Сашей Варюхиным, сколько мы с ним занимались, да.
Конечно, были влажные мечты какие-то проплыть по минут 45 или по минут 50, но в целом вышло по таймингу протокола минута 52, по часам где-то минута 57 на темп, на 1900 метров. В целом результат неплохой, да, я доволен глобально этим результатом, но очень важно понимать, что есть куда еще расти. Мы с Сашей, получается, сделали это примерно за месяц. Месяц-полтора у нас был, успели сделать несколько, буквально 1-2 МПК, трэш-шоу чуть-чуть, на техниках поработать, и я почувствовал другую интенсивность и смог, короче, тело смогло адаптироваться и плыть немножко по-другому, поскольку в прошлом году у меня было там, как я показывал, время, прикреплю подробнее, да, около 45 минут, 44 минуты было точно, да, и 35 минут в этом году. Ну, снять за год 9 минут, я считаю, это отличным результатом для меня, учитывая, как я плаваю, как топор, просто ужасно. Велосипед приемлемый у меня, полное время дистанции 4 часа 32 минуты, плавание вот так себе 35 минут, но в целом приемлемо, опять же. Если мне его улучшить, то будет еще все гораздо лучше. И, соответственно, уже велосипед там 2.28 или что такое, 2.24, что такое, бег час 20 вышел. Соответственно, сейчас наша задача разобраться с плаванием еще больше. Могу сказать, что на второй 1000 метров, на 1900, на втором отрезке все стало гораздо лучше, потому что там средний темп даже был минута 50, минута 47, вот это так. Приложу обязательно раскладку. И на первом участке я очень сильно засуетил, попал в группу, из которой не мог выбраться. Были брасисты, я боялся, что они ударят. Да, нужно просто какой-то опыт критически набрать в стартах в воде, именно в открытой, особенно в масс стартах, и научиться выплывать из первой группы, распределяться и занимать, не терять вот это вот время на первой части, на первых там 200, 300, 400 метров. Это очень важно, критически важно для меня. То есть, скорее всего, несколько минут я потерял там еще однозначно, потому что если бы я изначально начал бы с нормальным темпом, ну там, если честно, все пошло не по плану, там я начал молотить вместе со всеми, хотя нужно было как-то вот, может быть, вперед залезть, хоть и упереться, но типа не так сильно может быть, не знаю, там вообще у меня пульс зашкаливал, 181 был, в итоге это повлияло на всю гонку. То есть я сгорел в каком-то смысле, и потом мне было гораздо тяжелее. Я думаю, по минуте 50 реально было проплыть, может быть, по минуте 45 даже. Вот, поэтому мы работаем дальше, впереди несколько небольших стартов, все будет на ютубе. Рекомендую Сашу Варюхина, несмотря на то, что мой тренер по триатлону Саша Григорьев, ему огромное спасибо. Та структура, та база, тот объем, который мы наработали, он тоже повлиял. Если бы этого не было, я вообще плыл бы. Но было контрольное плавание за 2-3 месяца, там я проплыл по минуте 58, да. Ну вот, показал минуту 52. В целом, приемлемо. Что могу сказать? Рекомендую однозначно Сашу Варюхина. Следите за структурой тренировок. Старайтесь заниматься с тренером, делайте фокус на плавании, и тогда все будет получаться. Я же свой путь в плавании продолжаю, и в целом, я думаю, смогу улучшать его и дальше. И посмотрим уже на результаты спустя какое-то время. Сейчас поплавал, буквально 20 минут. Немного, кому в Черногории нужно место, классно, вот, пожалуйста, в плаве горизонте, приезжайте. Пишите Саше Варюхину, записывайтесь на тренировки, ну а мне можете писать по тренировкам по триатлону и, соответственно, тоже записывать. Всем пока, всем спасибо.